Представлена потрясающая новая модель ледяного императора Хо Юйхао. Одетый в лазурные доспехи и украшенный ледяным клинком в форме скорпиона, он с четко очерченными чертами лица и зачесанными назад волосами ледяного синего цвета излучает властную ауру абсолютного ледяного короля. Достигнув выше 70-го ранга святого духовного мастера, его боевая мощь взлетела до небес, а его внешний вид стал невероятно мощным, превосходящим все его предыдущие образы. Теперь мы с нетерпением ждем захватывающего дебюта главной героини Тан Утун. Анимационный сериал, или Дунхуа «Боевой континент», выходит уже 8 лет, и команда создателей впечатляет, выпустив новые материалы и информацию. Да, совсем недавно создатели «Боевого континента» праздновали юбилей. Была представлена новая форма ледяного императора Хо Юйхао, отличающаяся потрясающими доспехами, модель истинной формы ледяного императора Хо Юйхао, его второго боевого духа. В аниме Хо Юйхао во второй раз прибывает на крайний север, хотя его задача — разобраться с Дзюйцзы и сорвать операции Империи Солнца и Луны, здесь Хо Юйхао также совершит прорыв. В конце концов, он поглотил значительное количество костного мозга в 10-тысячелетней пещере. Теперь, опираясь на условия Крайнего Севера, Хо Юйхао столкнется с настоящим экстремальным льдом, и его понимание этого явления выйдет на новый уровень. Когда Хо Юйхао совершает прорыв, его вторая боевая душа ледяной нефритовой императрицы Скорпионов достигает уровня святого души Семи колец. В это время Хо Юйхао также получает навык истинной формы духа ледяной императрицы. Видно, что команда вложила в этот новый костюм больше усилий, чем даже в дизайн истинной формы боевой души первого духа глаза. Лазурно-синие доспехи невероятно крутые. Какие же навыки получил Хо Юйхао? Как мы знаем, кольцо такого возраста дает 2 могущественных навыка. А что же было в случае Хо Юйхао? Истинное тело духа или воплощение духа ледяной императрицы Скорпионов? Хо Юйхао поглотил концентрированную энергию источника неба и земли вместе с таинственной ледяной травой звездный анис. Ее может использовать только дух звездного аниса, таинственной ледяной травы. Спуск ледяной императрицы. Вместо того, чтобы материализовать ледяную нефритовую императрицу Скорпионов, и поскольку ледяная императрица все еще находится в сознании, Хо Юйхао напрямую призывает ледяную императрицу. Хо Юйхао в сопровождении своего новоприобретенного внука, ледяного медведя короля Сяобая, отправился к источнику инь-янь, льда и огня на поиски целебных трав. Затем они вдвоем пробрались в город Небесный Доу, чтобы выяснить местонахождение Танья, но неожиданно столкнулись с предельным титулованным 99-го ранга Лун Сяояо. Еще более неожиданно, что Тан Утун все это время была рядом с ними. Двое были захвачены Лун Сяояо и вынуждены играть в смертельную игру. Сяобай предстает в человеческом обличье, пухлый мальчик, который выглядит безобидным и ласково называет Хо Юйхао дедушкой. Хо Юйхао пришел к источнику инь-янь, льда и огня в надежде раздобыть целебные травы для лечения болезни Танья. Однако в итоге он до смерти напугал обитавших там духовных зверей растительного типа. Хотя здесь и обитает несколько духовных зверей растительного типа с уровнем развития в 100 тысяч лет, им в конечном итоге не хватает мощных боевых способностей. Однако ледяной медведь Сяобай — свирепый зверь с уровнем развития в 200 тысяч лет. В оригинале, следуя совету Хо Юйхао, Бэй-Бэй оставил здесь 2 приемных медвежат темно-золотого ужасного когтя, что едва не привело к крупной катастрофе у источника инь-янь. В результате бессмертная трава умоляла Хо Юйхао забрать всех медведей с собой и даже предложила свое собственное внутреннее ядро, чтобы использовать его для детоксикации Танья позже. Приняв это, Хо Юйхао позвал неохотно согласившегося Сяобая и прибыл в столицу Небесной Империи. Величественный древний город перед ним вызвал у Хо Юйхао смешанные чувства. Родиной секты Тан является город Тяньдоу. 10 тысяч лет назад Тансан основал секту Тан, взяв за основу 4 секты с единым атрибутом, которым изначально руководил клан Чистого Неба. К сожалению, 10 тысяч лет спустя клан Тан пришел в упадок. Мало того, что его основа была захвачена сектой Железной Крови, так еще и город Небесный Доу был захвачен Империей Солнца и Луны.
Поэтому Хо Юйхао тайно поклялся помочь Тан Я вернуть старое место клана Тан и спасти ее, поскольку она была истинной предводительницей клана Тан. Хо Юйхао и Сяо Бай легко проникли в город. Главной целью этой поездки было выяснить местонахождение Тан Я и попутно узнать, есть ли у Империи Солнца и Луны какие-либо другие планы действий в Империи Небесной Души. Однако он не стал действовать немедленно. Вместо этого он отвез Сяо Бай в гостиницу. Самой неотложной задачей было найти еду для 3 медведей. Выращивать 3 медведей было непросто. Хо Юйхао отвез Сяо Бая в зернохранилище и взял оттуда большое количество прессованного вяленого мяса. Сразу после этого Хо Юйхао велел Сяо Баю остаться и ждать приказов, а сам тайно проник во дворец города Небесного Доу. Он заранее подготовился, например, влил в бассейн магию ледяного взрыва. В результате операция привлекла внимание сил обороны, что побудило 2 экспертов, среди которых был титулованный, начать преследование. Оба были злыми повелителями душ. Причем старик был титулованным кошмара, последователем культа Святого Духа. К счастью, Хо Юйхао извлек урок из своего опыта пленения Дзюцзы и умело заманил врага в засаду. Он успешно убил мастера с 8 кольцами с помощью ледяного взрыва и сбежал от кошмарного титулованного. Хотя ему и удалось сбежать во время первой операции, он не нашел нужной информации. Местонахождение Тан Я. Более того, Хо Юйхао обнаружил, что оборона императорского дворца Небесной Доу слишком сильна. Повсюду разбросаны различные средства обнаружения душ, что затрудняет любые действия. Поэтому для второй операции он приказал Сяо Баю снова использовать тот же трюк. Подняться на высоту 4000 метров и вызвать метель, которая пронеслась по городу Тяньдоу. Дин Хунчень был недоволен кошмарным титулованным. Перед началом войны Джун Ли Ву, лидер культа Святого Духа, потребовал, чтобы культ Святого Духа назначил заместителя городского правителя для каждого захваченного города. Кошмарным титулованным был выбран город Тяньдоу. Культ Святого Духа, злоупотребляя своей властью, тайно арестовывает мирных жителей для использования в культивировании злых духов-мастеров, что серьезно подрывает стабильность Империи Солнца и Луны. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам новый облик Хо Юйхао. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.